Почему после нескольких дней в одиночестве обычный звонок в дверь вызывает липкий страх, а сообщение от незнакомого номера заставляет сердце учащенно биться? Это не лень, не просто социофобия и не ваш скверный характер. Это древнейший аварийный тумблер вашей миндалины. Миндалевидное тело, амигдала, отвечает за базовое выживание и распознавание смертельных угроз. Для древнего человека изгнание из племени означало гарантированную и мучительную смерть в течение нескольких суток. Мозг не эволюционировал для работы с текстовыми мессенджерами и изолированными квартирами в мегаполисе. Каждый час социального вакуума мозг интерпретирует как угрозу быть съеденным хищником. Когда вы прекращаете регулярное живое общение, амигдала входит в состояние гиперактивности. Она переходит в режим война с окружающим миром, увеличиваясь в размерах и усиливая чувствительность. В таком состоянии мозг начинает видеть смертельную угрозу в нейтральных взглядах, прохожих и случайных звуках. Ученые Гарвардской медицинской школы установили: 7 дней изоляции снижают объем серого вещества в гиппокампе на 4%. При этом нейронные связи миндалины разрастаются подобно раковой опухоли. Это приводит к катастрофическому искажению восприятия реальности. Какова биохимия этого превращения? И можно ли выключить этот тумблер страха? Давайте разберем нейробиологию социальной изоляции под молекулярным микроскопом. Переходим к первому этапу – биохимия окситоцинового голодания и кортизолового удара. При живом контакте глаза в глаза гипоталамус выделяет окситоцин – гормон доверия и социальной безопасности. Окситоцин действует как прямой естественный тормоз для миндалевидного тела. Он снижает уровень тревоги и блокирует выделение гормона страха – кортизола. Но когда живое общение исчезает, уровень окситоцина падает до критического нуля. Тормоза миндалины отказывают, и надпочечники начинают непрерывно качать кортизол в кровь. Хронически высокий кортизол разрушает синапсы префронтальной коры, вашего центра логического мышления. Вы теряете способность рационально оценивать ситуацию и поддаетесь иррациональной панике. Это заставляет вас забиваться еще глубже в изоляцию, замыкая смертельную дофаминовую петлю. Посмотрим, что происходит с восприятием чужих лиц под влиянием гиперактивной амигдалы. В норме мы считываем до 10 тысяч микровыражений лица за секунду общения. При дефиците общения этот биологический сканер ломается и начинает давать сбои. Нейтральное выражение лица друга начинает казаться агрессивным или осуждающим. Мозг включает защитный механизм домысливания наихудшего сценария. Вы начинаете верить, что против вас плетут заговоры, или вы никому не нужны. Это не паранойя в клиническом смысле. Это естественная реакция сверхактивной амигдалы. Амигдала кричит мозгу: «Не выходи наружу, там враги». Разберем второй уровень поражения – деградацию зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны позволяют нам чувствовать эмоции других людей и сопереживать. Без регулярной практики система зеркальных нейронов впадает в атрофию. Вы теряете эмпатию, становитесь черствым и одновременно чрезмерно ранимым. Переходим ко второму акту – молекулярным механизмам нейронной атрофии при одиночестве. Каждый нейрон нашего мозга требует постоянной стимуляции для поддержания своей жизнедеятельности. Социальное взаимодействие – это самый сложный и ресурсоемкий когнитивный процесс для мозга. Когда стимуляция исчезает, мозг включает экономию энергии и запускает синаптический прунинг. Синаптический прунинг – это обрезка неиспользуемых нейронных связей. Нейропластичность начинает работать против вас. Мозг учится бояться людей. Чем дольше вы сидите в одиночестве, тем более экспертным становится ваш мозг в генерировании страха. Исследования лаборатории нейробиологии Университета Чикаго показали разительные данные. У социально изолированных людей уровень воспалительных цитокинов в крови повышен на 300%. Болок БДНФ – главный фактор роста нейронов, падает до критически низкого уровня. Без БДНФ мозг теряет способность адаптироваться к новым условиям и усваивать информацию. Вы ощущаете постоянный туман в голове, замедление мышления и ухудшение памяти. Утренний подъем превращается в тяжелое испытание, а мотивация падает до нуля. Это прямое следствие падения дофаминовых D2 рецепторов в стриатуме.
Без социальных наград дофаминовая система переходит в состояние глубокой гипоактивности. Никакие короткие ролики и компьютерные игры не способны заменить живой социальный дофамин. Цифровое общение дает лишь искусственные вспышки, не активируя окситоциновые рецепторы. Мозг понимает, что его обманывают, и реагирует усилением чувства внутреннего одиночества. Это феномен цифровой суррогации. Мы вроде бы на связи, но нейробиологически абсолютно одни. Разберем третий уровень изменения – разрушение циркадных ритмов и структуры сна. Амигдала в режиме гиперактивности подмешивает кортизол даже в ночные фазы сна. Вы просыпаетесь среди ночи от внезапной тревоги с учащенным пульсом. Фаза глубокого медленноволнового сна сокращается на 50%. Именно в эту фазу глимфатическая система мозга промывает ткани от токсичных белков. Без глубокого сна мозговой мусор накапливается, ускоряя старение нейронов. Нарушается работа островка мозга, ответственного за телесную саморефлексию. Вы перестаете чувствовать сигналы собственного тела: голод, усталость, мышцы. Развивается алекситимия, неспособность понять и назвать собственные эмоции. Можно ли перезапустить этот биологический механизм и вернуть амигдалу в норму? Да, нейропластичность работает в обе стороны. Переходим к третьему акту – 4-шаговому научному протоколу перезагрузки амигдалы. Разберем доказательные методы понижения гиперактивности миндалевидного тела. Шаг 1. Протокол безопасного микродозирования социализации. Не пытайтесь сразу прыгать в шумные компании. Это вызовет паническую атаку амигдалы. Начните с 5-минутных нейтральных контактов. Поздоровайтесь с бариста или прохожим. Даже короткий контакт глазами и улыбка дают мозгу сигнал: внешний мир безопасен. Амигдала фиксирует победу и снижает выработку кортизола на 20%. Шаг 2. Включение вагусного тормоза через правильное дыхание. Блуждающий нерв – вагус напрямую связан с миндалевидным телом и сердцем. Примените технику дыхания 4-7-8. Вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8 секунд. Длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему и моментально гасит амигдалу. Всего 3 минуты такого дыхания снижают уровень тревоги вдвое. Шаг 3. Совместная физическая активность на свежем воздухе. Бег, ходьба или спорт в присутствии других людей включают зеркальные нейроны в безопасном режиме. Дневной свет ярче 10 тысяч люкс стимулирует ретинальный дофамин и снижает воспаление. Физическая нагрузка сжигает избытки кортизола в мышцах, очищая кровоток. Шаг 4. Практика регулярного физического контакта, прикосновений и рукопожатий. Тактильный контакт активирует цитактильные афференты – специальные кожные нервные волокна. Они посылают сигнал обнимания напрямую в островковую кору мозга. Объятие длительностью всего 20 секунд снижает артериальное давление и останавливает гиперактивность амигдалы. Что происходит с мозгом после 14 дней выполнения этого протокола? Объем серого вещества в гиппокампе начинает восстанавливаться. Синаптические связи префронтальной коры уплотняются, возвращая вам ясность ума. Амигдала возвращается к своей нормальной анатомической форме и базовому уровню чувствительности. Вы снова чувствуете радость от общения и легкий интерес к новым людям. Страх перед звонками и сообщениями полностью исчезает. Мозг понимает, вы больше не одни в опасной пещере. Вы снова в своем племени. Дополнительно используйте нутрицептическую поддержку для восстановления нервной системы. Магний L-трионат проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает нейровоспаление. L-теанин увеличивает выработку ГАМК, главного тормозного медиатора мозга. Омега-3 жирные кислоты восстанавливают липидный слой миелиновых оболочек нейронов. Проводите еженедельную самопроверку уровня социальной активности. Задайте себе вопрос: сколько минут живого общения без экранов у меня было сегодня? Если ответа нет, не ждите, пока амигдала включит тумблер паники. Сделайте один короткий шаг навстречу реальному миру прямо сейчас. Позвоните старому другу или просто выйдите на прогулку в зеленый парк. Наш мозг – это социальный орган. Не дайте ему увянуть в искусственном вакууме. Переходим к итоговым выводам и чек-листу выключения тумблера страха.
Повторим главное правило 1. Одиночество – это биохимический сигнал СОС вашей миндалины. Правило 2. Внедряйте микродозы социального контакта ежедневно без насилия над собой. Правило 3. Используйте дыхание 4-7-8 для мгновенной активации вагусного тормоза. Правило 4. Проводите 2 часа на свежем воздухе для насыщения сетчатки дофамином. Правило 5. Используйте физический контакт и объятия для запуска окситоцинового щита. Ваша миндалина быстро вернется в состояние умиротворения и безопасности. Вы вернете себе уверенность, остроту ума и глубокую радость жизни. Наши научные гайды создаются на основе исследований доказательной нейробиологии и гарвардской медицины. Подписывайтесь на научно-популярный канал «Почти вымершие» и оставьте Талие. Нажмите на золотую кнопку «Подписаться» прямо под этим роликом. И не забудьте включить колокольчик, чтобы получать новые выпуски первыми. Посмотрите наш прошлый выпуск про оптический сбой глаз и миопию от смартфонов. И обязательно изучите выпуск про нейробиологию апатии и дофаминового выгорания. Все ссылки на научные исследования и первоисточники оставлены в описании под видео. Спасибо за ваш просмотр и поддержку нашего независимого научпоп-сообщества. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, чтобы помочь им выйти из социальной изоляции. Оставляйте свои вопросы и истории в комментариях под этим выпуском. Памятка по перезагрузке амигдалы доступна для скачивания в описании. Наши новые эксклюзивные выпуски выходят регулярно по пятницам и воскресеньям в 19:00 МСК. Наш канал создается для тех, кто стремится мыслить глубоко и беречь свой разум. В конце каждого видео вас ждут ссылки на лучшие материалы канала. Отложите гаджеты и сделайте шаг навстречу живому теплому общению. Пусть ваш разум остается ясным, а сердце открытым для людей. Сохраняйте свое нейронное здоровье в наш сложный цифровой век. Подписывайтесь на «Почти вымершие» и развивайте свое глубокое мышление. Присоединяйтесь к нашему сообществу осознанных и думающих людей. В описании вас ждут полезные ссылки на медицинские первоисточники. А в следующем выпуске мы разберем нейробиологию хронического дефицита сна. До скорой встречи в новом выпуске на канале «Почти вымершие».